Кембридж и Оксфорд — это не просто университет, это настоящий бренд и синоним элиты. Работает просто как пропуск на всю оставшуюся жизнь. Более 800 лет здесь учились короли, премьер-министры и нобелевские лауреаты. Состоятельные семьи готовят детей к Оксбриджу буквально с пеленок. Это частные школы, репетиторы, правильный акцент и манеры. Но мне всегда было интересно, а что если у тебя этого нет, и ты просто талантливый человек без какой-то известной именитой фамилии? Сегодня я встречусь со студентом Кембриджа Львом, который поступил сюда без огромного семейного состояния. Мы поговорим очень честно про все секреты поступления, сколько это стоит, и Лев даже покажет нам свое общежитие. И мы постараемся ответить на главный вопрос: можно ли действительно взломать эту систему и проникнуть в нее, или Кембридж остается клубом только для своих? Нет, в Англии вообще никто не любит деньги давать. Ну так и сколько это все стоит? То есть тебе нужно вернуться в Россию? Будет нужно вернуться в Россию поработать. Если ты балбес, то тебе конец. А смог ли бы ты или твоя семья оплатить это сами? Я в России платку не потянул. Всем все равно, чем я занимаюсь. Чтобы снять это видео, я поехала в Кембридж, университетский город севернее Лондона. Всего час в пути, и я встретилась со Львом. Он родился в России, жил в Санкт-Петербурге, а теперь студент Кембриджа. Стоит сразу пояснить, насколько это неординарная история. Так называемый Оксбридж, то есть Кембридж и Оксфорд, это не просто университеты. В разных международных рейтингах Кембридж стабильно держится в топ-10 наряду с Стэнфордом и Гарвардом. Среди выпускников Кембриджа Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин, Стивен Хокинг, Алан Тьюринг. 19 британских премьер-министров закончили Кембридж. 126 нобелевских премий получено выпускниками и сотрудниками университета. Это больше, чем у любого другого учебного заведения в мире. И вот в этой компании обычный парень из Санкт-Петербурга. И он не сын какого-то олигарха. И сегодня я узнаю, как он сюда попал. Тебе вообще нравится твоя жизнь здесь? В Англии, в Кембридже? Прекрасная жизнь. Чем? Всем все равно, чем я занимаюсь. Начиная с университета, где от меня важна только обязаловка. Обязаловка — это супервизии и лабораторные работы, которые я прихожу, которые я делаю. А дальше я могу заниматься чем хочу, где хочу. То есть я могу дома сидеть, не вылезать, работать на компьютере. Могу пойти куда-нибудь в место с кондиционером, работать на компьютере. Могу уехать в другой город, работать на компьютере. Только, конечно, никому не рассказываю, потому что ты должен тогда жить в общежитии. Экзамены кончились, я думаю, можем попытаться тихо войти. В библиотеку? Потому что внутри, да. Ну, давай. Если гостей туда нельзя возить, но, как известно, не пойман, не вор. Только тихо. Здесь можно, допустим, заниматься, да, Приходишь, садишься, учишься. Если к экзаменам готовился, просто это еще забавно, что именно в Даунинговской библиотеке, как видите, столы как будто созданы, чтобы ты с архивами работал. Да. То есть ты сидишь, забираешь, пишешь. Удобно, кстати. Ну, это специфическое. То есть здесь, наоборот, не очень много open space, как в Инте. Что кому-то нравится, кому-то не нравится. Попасть в Оксбридж даже внутри самой Великобритании очень непросто. Всего 6,4% британских детей учатся в частных, то есть платных школах. Но среди студентов Кембриджа как раз 30% из частных школ. Это означает, что шанс ребенка с частной школы попасть сюда в разы выше, чем у обычного школьника. Это дети, родители которых платят от 15 до 63 тысяч фунтов в год за школу, плюс еще 1000 фунтов на репетиторов. Я часто рассказываю в своих видео о том, как классовая система работает в Великобритании. Так вот, образование — это прекрасный пример. У потомственного upper class есть не только деньги, но и связи, которые позволяют дать ребенку соответствующее воспитание. Больше четверти студентов Кембриджа признаются, что у них есть близкий родственник, который тоже учился в Оксбридже. То есть это не просто про деньги, это про принадлежность к узкому кругу, который воспроизводит сам себя. Но наш герой Лев попал сюда без идеального произношения, без особых манер. Он стал тем самым исключением. Он учится на специальности Chemical Engineering в Даунинг колледж. Ты упомянул, что ты учишься в Даунинг колледж. Да. Хочется поговорить про структуру и то, как устроен Кембридж, потому что есть как будто бы иллюзия, что Кембридж — это вот какой-то университет. То вот это какое-то, знаешь, отдельное типа здание. Да. Но на самом деле это 31, правильно, колледж? Да. В чем суть, за что отвечают колледжи? Там, если вы выбираете Imperial, какой-нибудь UCL, Эдинбург, вы подаете сразу в ВУЗ. Но если вы подаете в Кембридж, в Оксфорд, в Дарем, то вы подаете еще, и там у вас будет опция выбрать колледж. Вы подаете в колледж. Колледж фактически отвечает за вашу приемку. И оказывается, что у вас одновременно
надо заниматься тем, что вы думаете, куда вы поступаете, но и понимать, что с этим будет связано, где вы будете жить и с какими людьми вы будете жить. И, возможно, это зависит от профессора. Но вы, скорее всего, не будете знать, как они зависят, просто будут зависеть. Но какие принципиальные отличия между этими колледжами? Место жительства, комфорт жилья. Нет такого понятия вообще здесь, как сильный и слабый колледж. Есть неофициальные рейтинги, типа Thompson Table, которые считают количество first-классов на каждый колледж. First классов это что значит? Значит, в Англии образование выглядит следующим образом. У вас есть first class, класс 2.1, класс 2.2, класс 3 и fail. То есть это оценка, условно Фактически говоря. оценка. Класс 1 от 70%, класс 2.1 от 60% до 70%, класс 2.2 от 50 до 60%, класс 3 от 40 до 50%, и fail это вы не прошли. Не сдали экзамен удовлетворительно. И вот есть неформальный рейтинг. Есть неформальный рейтинг, который считает количество людей из каждого колледжа, процент людей в колледже, которые получают first class. В топе обычно там существует Trinity, St. John's и Christ's. Если не ошибаюсь, где-то еще около существует, кстати, Даунинг, Сент-Катс, кто-то еще. И, соответственно, по-разному работает, например, если учишься в Даунинге, ты можешь претендовать на фонды Даунинга, но не можешь претендовать на фонды Тринити по очевидным причинам. И наоборот. Друзья, если видео вам нравится, не забудьте поставить лайк и подписаться. На этом канале каждое воскресенье выходит видео о парадоксах жизни в Великобритании. Поддержите меня, мне будет очень приятно. И, кстати, у меня есть видео про систему школ в Великобритании, там я рассказываю про легендарный Итон. Оставлю, если вам интересно. Это архивы. Что, например, здесь может храниться такого? Как все книжки любые. Ну, какие вам нужны. Самое интересное, что я помню для себя, в каждом колледже точно есть эти книжки. Все экзамены прошлых, называем past papers. Ничего себе. Их нельзя выносить, их нельзя снимать внутри. Это результаты? Нет, это именно задания. Это... То это никого не интересует. Понятно. А вот эта штука зачем? Ну, смотрите, вам нужно войти сюда. Они двигаются, все, я поняла. Да. Прикольно. Ну и напоминание, что все-таки это студенческая библиотека. Что там? Презерватив. Вот это поворот! Ну так и сколько это все стоит? Минимальный tuition, насколько я помню, примерно 30 тысяч фунтов в год. Год. Tuition, только tuition. Мой tuition стоит примерно 46 тысяч в год. Ничего себе. Значит, а дальше есть accommodation fee, примерно 10 тысяч фунтов за учебный год. Дальше есть такая вещь, как колледж фи. Насколько я понимаю, в Англии есть потолок на стоимость обучения. И колледжи так его обходят. Колледж фи разнится от колледжа к колледжу. Самый дорогой, кстати, у моего колледжа, насколько я понимаю. Дальний колледж имеет колледж фи типа 12,5 тысяч фунтов в год. Колледж фи, наверное, 11, примерно 11, 10 тысяч, 21. Ну, скажем, вы идете на... Давайте возьмем инженера, самого обычного инженера. Все-таки больше людей идут получать образование по техническим предметам. Это 46 тысяч, 46, 21, примерно 66-67 тысяч фунтов в год. И это надо растянуть, собственно, если вы инженер, то 4 года. Если вы экономист какой-нибудь, то у вас и tuition, конечно, подешевле, но вы учите 3 года до бакалавриата, до конца бакалавриата. Я делаю Integrated Masters, почти все инженеры, технари так или иначе делают Integrated Masters, 4 года. Ну, можете умножить там 67 на 4, это будет примерно 261 тысяча. Как у тебя получается оплачивать, мы сейчас обсудим, но меня вот интересует вопрос, можно ли это сделать бесплатно? Ну, если вы супер-гипер-гигаумный, наверное, можно. Опять же, есть программа у Trinity, где они берут межнарников на стипендию полную. Если вы выигрываете международную олимпиаду, какую-нибудь выигрываете по математике. Не все такие прошаренные, чтобы знать такие термины. Без вопросов, я же не против пояснить. Если вы выиграете международную олимпиаду, я уверен, что Trinity захочет это взять. Опять же, даже, возможно, хантить вас будет. Причем Америка не так любезно берет, Trinity берет более любезно. Какие еще могут быть ситуации, в которых ты можешь получить? Если какой-то выдающийся человек, опять же, вы берете, хотите среднего или выдающийся? Если какой-то выдающийся человек, вы найдете способы. Например, средний нет, да? Средний нет, в Англии вообще никто не любит деньги давать. Мое жилье можно. Я даже прибрался немножко. Ну не надо было для атмосферы. Нет, если бы я не прибрался, было бы просто ужасно. Вот эти упаковки надо было оставить. Какие упаковки? А там не упаковки, там я просто посуду не мыл. Окей. Ну, посуду-то, опять же. Вот так выглядит вот там общежитие. Опять же, да, это дом. В чем суть Кембриджа? Отлично, например, от американских университетов и других британских, если не выдают вам общежитие. Кембридж, Оксфорд. Место, комната, где вы спите, с кроватью, она для вас одна. То есть там не будет того, что в одной комнате с кроватью
спите вы двое. То есть минимум все равно дверь будет разделять. Ну да, в Америке в фильмах показывают, Да и что в фильмах, и ты друзья, там, да. и на самом деле в Imperial имеет общежитие на Норфактоне, наверное, вы можете представить, где это. Там комнаты по двое. Люди в одной комнате с инсьют, душем и туалетом, но двое человек в одной комнате, которые просто перегородкой разделены. Здесь именно дверью, которую можно закрыть. Опять же, надо упомянуть, Даунинг невероятно комфортабельный по сравнению со всеми, потому что он, во-первых, достаточно новый, во-вторых, все еще в центре, и в-третьих, имеет достаточно какое-то количество общежитий, которое выдает всем на своей территории. Ну, не все так живут. Абсолютно. Это очень мало колледжей, потому что есть Гертон и Гомертон, которые очень далеко. Смотри, у тебя дверь вообще открыта, да? Это не ко мне. Это Общая зона. Это кухня, ну да, здесь жарко. Ну и плюс люди очень любят ходить. То есть эта дверь, если что, не откроется снаружи. Если ее закрыть, там не войти. Только не надо пока, не надо так ходить. Так, а мне снимать куда-то обувь? Или как? Куда? Это мы еще просто в коридоре. мы еще Здесь просто еще не снимать. Мне это показывает свое общежитие не страшно, потому что я переезжаю сюда через месяц. Через Никто не 2 придет. недели, да. А куда переезжаешь? Ну, В другое общежитие. Ну, в рамках колледжа. Да. Меня переселяют. Я здесь летом остаюсь работать. Accommodation летом имеет свои предназначения для колледжа. Слушай, ну, главное, что это вообще Тут комната кресло есть полностью всегда. тебе принадлежит. Конечно. Всегда есть кресло в комнате, в Даунинге, по крайней мере. Стол рабочий и кровать. Чаще всего двуспальная. В моем колледже у меня всего раз было, что она была не двуспальная. Ну, слушай, здорово. Вообще шикарно, я не жалуюсь. Вообще. И такой классный вид. Да, но проветриваемость плохая. Ну, естественно, Окно маленькое. Никаких кондиционеров тут. Нет, это, кстати, большая великая проблема. В Великобритании отсутствие кондиционеров. Особенно в старых зданиях колледжа. Если не секрет, а ты можешь к себе приводить кого-нибудь? Есть регламент, что не более скольки-то ночей в месяц, не более 2 ночей подряд я могу остановить, я пишу просто там маленькую бумажку, типа, прихожу на просто, что я хочу привезти гостя, такие, да, хорошо, держи, подписываешь кто, если что. Зачем это нужно? Потому что во время пожарной эвакуации нужно знать, сколько людей. Ну, нет такого, что типа, комендантский час, никого не заводи. Всем абсолютно все равно. Мне кажется, прекрасная проблема университетов в Англии, что всем абсолютно все равно. Видите, если что, в это общежитие можно войти. Вот мы сейчас вошли изнутри. Давайте сейчас посмотрим другой момент. Можно войти с улицы. Если понятно, что по карточке только, но можно войти с улицы. Никто за этим вообще следить вообще не будет. Подожди, то есть по любой карточке? Нет, которая запрограммирована, чтобы войти в этот дом. Понятно. Но условно я могу войти, вы, очевидно, не сможете. Там, мои друзья из других колледжей не смогут. Пойдемте. Ты обмолвился про школу и про стипендию. Да. Скажи, пожалуйста, в какой школе ты учился, где ты вообще родился, с чего все началось? Помню, я появился на свет. Родился в Питере, жил в Питере, начинал с всяких математических кружков, занимался математикой разной всякой, поступал в разные школы городского набора, 239, 30-ка. Везде поступал, в итоге пошел в ЮМШ, если что, все школы бесплатные государственные. Да. 239, 30-ка, ЮМШ. Это просто важно тоже. Они ШГН, да, но туда отбор есть. Это государственная школа, но, опять же, это школа с отбором. Дальше я начал заниматься химией. В Питере 239 тоже есть химический кружок, там был прекрасный преподаватель. Но как так получилось, что, видимо, я слишком сильно загорелся, всех перегнал. Я думал, скучно, надо в Москву поехать. Опять же, в разных олимпиадах поездил, поступал. Приехал в школу Летова, на январские школы, там был отбор. Влюбился в школу Летова. Мой будущий человек из приемной комиссии, который в будущем станет моим в школе Летова, есть такой человек-наставник, который просто отвечает за тебя как взрослый, там, типа, что ты смотришь, что ты там на уроке хочешь и так далее. Я влюбился в школу, это поразило человека, у меня еще результаты хорошие были, поэтому меня взяли. Сейчас в странах СНГ все меньше способов получить студенческую визу и поступить в зарубежный вуз напрямую. А между тем, очень многие родители мечтают о том, чтобы их дети учились за границей. Но тут же встает вопрос, а как ездить к ребенку с учетом того, что россиянам сейчас очень сложно получить практически любую визу. Есть способ решить все эти сложности. Израильский паспорт дает безвизовый доступ в более чем 160 стран по всему миру. И входит, кстати, в топ-20 паспортов по индексу Хенли. Поэтому хочу напомнить, что если у вас есть еврейские корни хотя бы по бабушке или по дедушке, вы имеете право получить израильское гражданство
по программе репатриации. Да-да, это распространяется в том числе на третье поколение, то есть если евреями были только дедушки и бабушки. Я знаю, что у многих очень беспокоит ситуация в Израиле, но подчеркну, что после получения гражданства жить там не обязательно, и при этом никакие преимущества вашего паспорта не теряются. А преимущества вообще-то внушительные. Например, безвизовый въезд в страны Европы без очередей на границах. Кстати, еще визу в США очень легко и просто дают. Ну и, конечно, гражданам доступна медицина и израильские вузы на льготных условиях. Что еще очень важно, гражданство передается вашим детям и внукам. То есть это не просто документ на сейчас, это значит, что ваши потомки будут иметь возможность выбирать, где им жить, работать, будут более свободны в этом выборе. Компания «Российско-израильский консультационный центр» работает с 2014 года. Через них получено уже более 20 тысяч паспортов. Все от сроков до цены прописано в договоре, никаких скрытых платежей. Если вы хотите проверить, есть ли у вас вообще право на паспорт, запишитесь на бесплатную консультацию. Даже если нужно проверить права через прабабушек и прадедушек, специалист поможет вам разобраться в таких деталях. Все ссылки оставляю в описании. Так, ты говоришь, что когда приезжают новенькие, да, их таскают сюда Ну, у гулять. вас есть такая вещь, как Matriculation Week. То есть, во-первых, есть церемония матрикуляции, это инициация в общество университета. Вы там подписываете бумажечку, что типа вы член колледжа. Опять же, все еще древняя архаика, традиция. И вот да, сюда катают, потому что колледж арендует панты, чтобы взяли второкурсники и первокурсников и пошли брать И ты кататься. тоже кого-то катал? Ну, я катал, да, вместе с другими. То есть там были несколько этих других британцев и были первокурсники, да, мы их катали. Я в 9 классе взял призера Всероссийской олимпиады школьников по химии. Это дает право на поступление в вуз без экзаменов на бюджетную основу. И дальше надо было что-то 2 года делать. Ну, в общем, да. Школа моя тогда преподавала IB. IB, к сожалению, сейчас запрещено в России. Она признана террористической, чем-то там нежелательной. Пометим, чем признано. Пометьте, да. Школа этого начала учить IB за 2 года до того, как я пришел в 9 класс. То есть первый выпуск IB был, когда я поступал в IB. Школа этого первый год выпуска была 2-я в мире, потом всегда была 1-я. В мире. В мире. Она была единственная школа России в рейтинге. Пришел и сказал, я очень хочу, да, так и так, смотрите, у меня есть образование, достижения уже. Им важно было, что уже какие достижения были, чтобы поступать на меня, потому что, во-первых, если ты не поступишь, тебе нужно все равно будет учиться, а во-вторых, это уже какой-то показатель. Понимаешь, что он всерьез себя проявил, наверное, ты уже умеешь учиться. Наверное. Если это неправда, но... Гипотеза. Ну, критерий такой был, опять же, да. Меня взяли, у меня было очень плохо с английским, ужасно. На самом деле, у меня невероятно плохой английский был. Я пришел, а учиться еще надо было тоже на английском. 10 класс пришел, собственно, первый год IB идет 2 года. Учился очень плохо. Мне сказали, если надо будет очень сильно выучить английский. А в итоге это дошло до того, что учил английский, относительно его выучил, как-то сдал IELTS на 7,5. Дальше пришел 2-й год IB, и время поступать в университеты. Я был не такой разносторонний, волшебный, это вот все. Социальная активность, это было не про меня. Это вот для Америки так это надо. Мне обязательно быть умным, важно быть человеком. То есть я поступал в Кембридж, надо было подать заявку, сдать экзамены. Отдельно ездили в Армению сдавать экзамены. Потом было интервью, и оказалось, что я сдал, опять же, прошел. Мне когда оказалось, что интервью прошло очень хорошо, так и оказалось. Хронофаг. Хронофаг. Исходя из греческого, можешь снимать, хронос — время, фаг — поедать. Он поедает ваше время, потому что он делает ничего. Просто красивый. Типа Говорят, что деньги. один раз в сколько-то времени он делает оборот, например, в обратную сторону, просто потому что может. Поясни, что твое обучение в Кембридже оплачивает... Собственно, я в школе Да. учился, и школа в момент моего выпуска готова была финансировать, не сама школа, фонд, который был основан, сейчас не связан, готов был оплачивать студентам обучение за то, что они вернутся там в Россию и поработают. То есть тебе нужно вернуться в Россию? Будет нужно вернуться в Россию, поработать, но не более. Для определенное время, у меня контракт подписан. Ну, понятно. А смог ли бы ты или твоя семья оплатить это сами? Я в России платку не потянул бы. Все просто. Видите бар Eagle? Да. Нам в него. Чем он такой интересный? Бар Eagle — это бар, в который пришли Крик и Уотсон после того, как они открыли Cavendish и ДНК. И всем рассказали, что открыли. Если я не ошибаюсь, они за ночь справились написать статью, чтобы ее опубликовали. Это что тогда, 50-е годы, это сейчас так невозможно. Потому что сейчас есть такая, как ревизия. 28 февраля 1953. Последний день зимы. Получается, что на самом деле ты, в принципе, своими мозгами, своими достижениями
всего этого добился? Давайте скажем, что я получил, ну, во-первых, все-таки вопрос не только мозгами, а просто кто мне эти мозги дал, кто их развивал, кто тратил на это время, кто Это возил меня понятно. всяким кружкам. Опять же, спасибо маме. Мама тратила просто много времени, чтобы меня куда-то запихнуть. Мама не тратила время, чтобы меня учить. Это было не ее забота. Она Ее забота, направляла, правда. ее забота была, да, привести меня на Олимпиаду, сказать, на решать задачи. Мне было в кайф, как говорится. Я просто никогда не искал ничего до определенного момента, когда я не повзрослел. Меня водили. Мгм. Моя задача была делать. Знаете, есть агент, есть спортсмен. Вы студент, вы проходите матрикуляцию, проходите вы в мантии. На формулу часто вы должны приходить в мантиях. Ну, собственно, в Black Tie и мантии. И есть официальный магазин, который, собственно, продает эти мантии. Рай Dynamis. Мы сейчас в него идем. Также я считаю его официальным мерчендайзером. И если покупаю мерч Кембриджа и кому-то дарю, то только там. Есть много разных, но это, знаете... Китайские подделки? Я не поддерживаю, но фактически формально, да, они тоже делают мерч. Но нет, я вот только этот воспринимаю. Открывашки-магнитики. Открывашка лучше сувенир, говоришь? Ну, действительно, Открывашка. симпатичная. Ой, для каждого колледжа есть, Да, пожалуйста. берите Вот не мой у меня уже есть. Ну, если я уже не дарю, мне цвета не очень нравятся. Меня уже глаз мозолят мои цвета. Сейчас надо найти даунинг. Даунинг, ну немножко это, не самые красивые цвета здесь. А всегда могу сказать, что я выбираю мантию для graduation. Что у меня есть мантия как бакалавра, но когда я буду graduation заканчивать, я буду мастерс в инжиниринг, у меня будет мантия другая. А, Вот они вообще, вот они все. Далеко. кайф. Ну, есть подушечки дорогие. Ну, почти Эрмес, короче. Но они 50 фунтов стоят, что-то такого. Когда я приехал сюда, мне как раз наоборот казалось, что здесь слишком много свободы, потому что, когда учишься в бординг-школе, есть, опять же, вы дети, за вами следят взрослые, которые не дают вам, например, заниматься такими вещами, как sexual activities, которые смотрят, чтобы вы везде соблюдали план. Вы, конечно, чтобы вы не приносили запрещенку. Упаковки не разбрасывали. Ну, это фигня. Опять же, сигареты, алкоголь и так далее. Смотрят за вами, чтобы все было так. И вы учитесь этому противостоять, и вы вот эту свободу в некотором плане отбиваете у себя, для себя. Боретесь. А здесь вы приходите, здесь никто против этого не борется. Здесь вам дают свободу и говорят, делайте, что хотите. Не знаю, опять же, мы находимся около скамейки Алексея Навального. У него там была забавная цитата в книге. Он мне зачем возвращаться, но да, признан, что у него была цитата, что, значит, в России мы делаем политику так, что у нас постоянно это бьют, отбирают, забирают. Когда приехал за границу, увидел, что они там ничего, политику не отбирают, и немцев не забирают. Если хочешь сказать, а попробуйте сделать так, чтобы просто все отбирали. Попробуйте так политику вести, но потом ты думаешь, блин, а может так не надо, это всё неправильно так. Теперь буду очень модный с этим Да, шопом. пока мы шли, выяснилось, что деньги — это вещь опасная, особенно в туристических местах. Теперь у вас, Лиза, есть шопер? И хорошо, что сначала приехали в Кембридж, а не в Оксфорд. Теперь вы будете и на самом деле модный. Слушай, ты вот пошутил про Оксфорд, а есть вражда, да? Вражды нет, но есть взаимная одновременная любовь и неприязнь. Почему? Ну, почему, а как иначе? Например, когда вы подаете в университет, вы можете подать только в Оксфорд или только в Кембридж. Ну, на бакалавриата нам туда. Ага. Поэтому, ну, конечно, и это считается хорошим тоном шутить про братьев наших слабейших. Слабейших. Ну, конечно, что мы их. Тут учат так, что приходится учиться. То есть нереально, чем мне, например, нравится. Кембридж экзамен раз в год. И нельзя пересдать Экзамен. экзамены. Но вас спрашивают материал за весь год. Много материала, мало времени. За ночь уже не выучишь. Вообще за ночь никогда в жизни ты это не выучишь. То есть ты вынужден готовиться заранее. Во-первых, ты все время должен учиться, то есть ты за немножко времени не сможешь это сделать в Кембридже. Там, в других университетах возможно. В Америке вообще стандарт практика, что там за неделю кремингом занимаешься, оно же зубрежка. Найт креминг. Все учишь, У нас то забываешь. же самое было. Все. Опять же, в да. ночь, Больше скажу, в ИТМО также. У нас специфика была в том, что ты можешь как быстро выучить, так и очень быстро забыть. То есть у тебя, ты загружаешь в кратковременную память, и что уже там остается после этого? Нет, это как раз правда, да, и мне кажется, в этом механизм экзаменов раз в год в этом плане, он одновременно и хорош, и плох. Если ты балбес, то тебе конец. А еще, если ты просто посыпаешь экзамен, то он просто 0 ставится. И его нельзя пересдать, если что. Лев, скажи, пожалуйста, правда ли, что учеба в Кембридже дает некую статусность? Что она дает вообще? Ну, так как в среднем дети богатых родителей получают хорошее образование и идут сюда,
то довольно большое количество из них проживает здесь свою социальную жизнь, скорее всего, вы будете с ними знакомиться и так далее. Ну, то есть общество ты хорошее здесь получишь, условно. Вполне себе, да. Но Вполне есть ли себе смысл элитно. ради этого сюда стремиться? Ну, если ваша цель общество, наверное, да. Если ваша цель не это, и вы хотите чего-то другого, ну, уже вопрос. Может быть, вам в Кембридже что-то другое нужно, например, уединение, спокойствие. Так какой же напрашивается вывод? Кембридж — это закрытый клуб с билетом в элиту, или он доступен любому талантливому ребенку? И то, и то. Лев показал, что система не абсолютно закрыта. Талант, упорство и правильные олимпиады действительно могут пробить дверь, которая закрыта для большинства. Но за этой одной историей успеха стоит государственная школа с жестким отбором, частная школа Летова с финансированием, фонд, который оплатил образование в обмен на годы его жизни после выпуска. И да, конечно, еще и удача, то есть нужные люди в нужный момент поверили в этого мальчика и потратили на него свое время. И вот что особенно горько, путь, который прошел Лев, для следующих поколений российских школьников уже закрыт. В августе 2025 года прокуратура России объявила International Baccalaureate, ту самую программу, которая открыла ему дверь в Кембридж, нежелательной организацией. Сейчас в России остается всего около 60 международных школ, и они должны решать, подчиняться новым правилам или закрыться. Так что история Льва — это не просто история одного талантливого парня. Это история про то, что при невероятно редком сочетании таланта, упорства и системы поддержки можно было пробить любую дверь. В этом смысле Оксбридж впускает исключительных и финансово обеспеченных. Среднему человеку без миллионов и без золотой медали международной олимпиады попасть сюда почти невозможно. Кстати, мы проговорили со Львом весь день. Весь материал включить в видео не получилось, и полная версия интервью и дубли, которые не вошли сюда, есть в видео для спонсоров. Там Лев рассказывает гораздо подробнее про студенческую жизнь и про то, что происходит внутри Кембриджа. Оформляйте спонсорство всего за 7 фунтов или 700 рублей, и видео будет доступно вам. То, как ты рассказываешь про свое поступление в Кембридж, если представить себе, что про это расскажет миллениал, это будет что-то в духе Я целил, я стремился. «Да, моя мама так хотела, я так Так все хотела». мои тоже так же будут рассказывать. Ну, почему ты по-другому рассказываешь? Ну, так получилось, так случается, люди разные бывают. Опять же, где ты рос, где ты взрослел, насколько ты ЧСВшный человек, в чем ЧСВшный. Ну да, Все потому люди что разные. эго-то у тебя есть, это видно. Ой, все, да? Ну, спасибо, да. Спасибо, да. Просто оно, Я видишь, очень ценю свое эго. просто оно куда-то, видишь, в другое место решения интересных задач направлено. Вопрос способ его выражения. Эго должно быть у каждого.